Представьте, вы просыпаетесь утром, выходите на улицу и узнаете, что теперь обязаны платить налог за собственную бороду. Или за то, что в вашем доме слишком много окон. Или даже за тень, которая отбрасывает ваш дом на соседнюю улицу. Звучит как шутка? А между тем это реальные законы, которые действовали годами, а иногда и веками. И их придумывали далеко не глупые люди. Это были действующие правители, министры финансов, целые государственные системы. Сегодня разберем 10 самых странных налогов в истории человечества, и вы удивитесь, насколько изобретательными бывают власти, когда им нужны деньги, а обычных способов уже не хватает. Некоторые из этих налогов настолько абсурдны, что изменили архитектуру целых городов, оставив следы, которые видно до сих пор, если знать, куда смотреть. А один из них подарил нам фразу, которую вы наверняка используете до сих пор, просто не знали ее происхождения. Обещаю, 10-й факт вас точно удивит, досмотрите до конца. Начнем с России, начала 18 века. Царь Петр I возвращается из своего знаменитого путешествия по Европе, того самого, когда он инкогнито работал на верфях Голландии и Англии, изучая корабельное дело, и решает, страна должна выглядеть современно, по-европейски, во всем, вплоть до внешнего вида подданных. И первое, что бросается ему в глаза по возвращении, это бороды. Густые, окладистые, традиционные русские бороды, которые в те времена носили практически все мужчины, от крестьян до бояр, и которые в русской культуре считались символом мужского достоинства и даже религиозной добродетели. Именно поэтому реформа далась особенно болезненно. Для многих людей борода была не просто частью внешности, а вопросом веры. И тогда Петр вводит настоящий налог на бороду. Хочешь оставить бороду – плати, причем ежегодно. В подтверждение оплаты выдавали специальный жетон, так называемый бородовой знак, металлическую монету с изображением усов и бороды с одной стороны и надписью «Деньги взяты» с другой. Этот жетон нужно было носить с собой постоянно, как своего рода удостоверение личности, разрешающее носить бороду легально. Тем, кто отказывался платить и брить бороду, могли силой обрезать ее прямо на улице, публично, что для многих было настоящим унижением. Причем интересно, что размер налога зависел от сословия. Купцы и знать платили значительно больше, чем крестьяне, а духовенство долгое время было освобождено от налога вовсе, поскольку борода считалась частью церковного облика. Получается, борода в России в буквальном смысле имела свою рыночную цену, зависящую от вашего социального статуса. Этот налог просуществовал почти 100 лет, то усиливаясь, то ослабевая при разных правителях, прежде чем его окончательно отменили уже во второй половине 18 века. А теперь перенесемся в Англию, конец 17 века, правление Вильгельма III. Там придумали еще более необычный способ брать деньги – налог на окна, введенный как замена куда более непопулярному налогу на доходы, который люди отказывались платить, потому что не хотели раскрывать государству реальный размер своего заработка. Окна же были видны снаружи, их легко было посчитать, не заходя в дом и не вторгаясь в частную жизнь. И логика была простая. Чем больше окон в доме, тем богаче хозяин, значит, пусть платит больше. Звучит разумно, правда? Но вот что произошло дальше. Люди массово начали замуровывать окна кирпичом или закрашивать оконные проемы, просто чтобы формально уменьшить их число и не платить. Целые улицы в английских городах в буквальном смысле стали темнее. Дома стояли с заложенными окнами, часто оставляя только 1-2 источника света на весь этаж. А в некоторых бедных кварталах люди годами жили практически без естественного освещения, что, как позже установили врачи, напрямую влияло на здоровье. Недостаток солнечного света способствовал распространению рахита и других заболеваний. И именно отсюда пошло знаменитое английское выражение «daylight robbery», дословно «ограбление средь бела дня». Изначально фраза означала буквально это. У людей забирали дневной свет через налог, в самом прямом, непереносном смысле. И только спустя десятилетия выражение стало means просто наглый грабеж в широком смысле, применимо к любой явно завышенной цене. Так, один странный налог, который просуществовал почти 1,5 века, подарил язык фразой, которую используют до сих пор, хотя большинство даже не знает, откуда она взялась. Кстати, если вам уже начинает нравиться копаться в таких неочевидных связях между историей и современным языком, подписывайтесь, дальше будет еще интереснее. Но если вы думаете, что окна это странно, подождите. В Древнем Риме в 1 веке нашей эры император Веспасиан, основатель династии Флавиев, пришедший к власти после хаотичного года 4 императоров и заставший казну практически пустой после гражданской войны, ввел налог, который до сих пор считается одним из самых необычных в истории.
истории – налог на мочу. Дело в том, что моча в Древнем Риме была ценным промышленным сырьем. Из-за высокого содержания аммиака ее использовали в кожевенном деле для дубления шкур, а также в качестве отбеливателя и очистителя при обработке шерстяной одежды. Своего рода древний аналог стирального порошка. Общественные туалеты и специальные емкости на улицах городов собирали содержимое, которое потом выкупали ремесленники и владельцы прачечных, зарабатывая на этом вполне реальные деньги. И Веспасиан рассудил, что раз частные лица делают на этом бизнес, государство должно получить свою законную долю в виде налога. Когда его сын и наследник Тит выразил недовольство таким, мягко говоря, неаппетитным источником государственного дохода, считая это унизительным для императорского достоинства, Веспасиан, если верить историку Светонию, поднес к его носу монету, полученную от этого налога, и спросил, пахнет ли она чем-то неприятным. Тит ответил, что нет, никакого запаха, и тогда отец произнес фразу, которая стала знаменитой на 2 тысячелетия вперед. «Деньги не пахнут». Просто вдумайтесь. Фраза, которую до сих пор используют в любом разговоре про бизнес, этику заработка и происхождение капитала, родилась буквально из налога на мочу в Древнем Риме, введенного императором, которому отчаянно нужны были деньги на восстановление разрушенной войной казны. Продолжаем, и следующий факт напрямую связан с одним из самых известных исторических событий вообще, хотя мало кто задумывается об этой связи. Франция, 17 и 18 век, эпоха абсолютной монархии, когда государству постоянно не хватало денег на войны и содержание пышного двора Версаля. Существовал налог под названием габель, налог на соль. И это был не просто платеж, это была настоящая государственная монополия. Производство и продажу соли полностью контролировало государство через сеть королевских складов, а цену на нее завышали в разы по сравнению с реальной себестоимостью. При этом система была устроена особенно жестоко. Каждая семья была обязана покупать определенное минимальное количество соли в год по фиксированной завышенной цене. Хочешь ты этого или нет, использовал ты ее или нет. А соль в те времена была не просто приправой. Это был практически единственный доступный способ сохранять продукты, особенно мясо и рыбу, на зиму. То есть вопрос выживания, а не роскоши. То есть налог бил буквально по способности бедных семей пережить холодное время года. Более того, налог был неравномерным по регионам. В одних провинциях Франции цена на соль была в разы выше, чем в соседних, что создавало огромный стимул для контрабанды. Из-за этого расцвела целая подпольная сеть контрабандистов соли, которых назвали «фажор де сель» – соляные контрабандисты. Их ловили пограничные патрули, судили, отправляли на галеры на долгие годы, а особо злостных нарушителей иногда и казнили публично в назидание другим. Возмущение из-за налога на соль копилось десятилетиями, становясь символом произвола и несправедливости монархии по отношению к простому народу, и в итоге вошло в число экономических причин, которые привели к французской революции в конце 18 века. Понимаете масштаб? Обычная соль на вашем столе однажды буквально помогла свергнуть одну из самых могущественных монархий Европы. А в Англии тем временем, спустя несколько десятилетий после налога на окна, придумали еще один способ добраться до кошельков граждан, на этот раз через тепло в их собственных домах. Ввели налог на очаг, то есть на каждый камин в доме, действовавший еще до налога на окна и отмененный именно потому, что окна оказались легче считать со стороны улицы, не вторгаясь в жилище. И снова история повторяется. Люди начали замуровывать неиспользуемые камины или объединять несколько дымоходов в один, видимый снаружи, чтобы избежать оплаты, оставляя в доме буквально один источник тепла на всю семью, даже если дом был большим и в нем жило несколько поколений родственников. Представьте себе английскую зиму с ее сыростью и промозглым холодом, прожитую без нормального отопления только потому, что семья не хочет или не может платить дополнительный налог. Сборщики налогов при этом имели официальное право заходить прямо в дома жителей и лично пересчитывать камины и дымоходы, что современники воспринимали как прямое вторжение в частную жизнь. То есть это был один из первых в истории массовых примеров, когда государство буквально входило в ваш дом, чтобы посчитать, сколько с вас можно взять, задолго до появления современных налоговых инспекций. Кстати, если вам заходит такой формат, короткие, но насыщенные истории о том, как деньги и жадность государства меняли ход истории, самое время поставить лайк, это правда помогает каналу расти и делать больше подобных выпусков. Идем дальше, и здесь уже налог на шляпы.
Да, именно шляпы. В Англии конца XVIII века, во времена, когда шляпа была обязательным элементом гардероба буквально для любого человека, независимо от достатка, от последнего бедняка до аристократа, разница была только в качестве и цене, ввели налог на головные уборы, причем сумма зависела от того, насколько дорогой и статусной была шляпа. Цилиндры и дорогие фетровые шляпы облагались по высшей ставке, простые рабочие кепки по низшей. Владельцы шляпных магазинов обязаны были получать специальную ежегодную лицензию и платить государству, вывешивая эту лицензию на видном месте в магазине под угрозой крупного штрафа. А чтобы налоговая служба могла легко отслеживать, кто оплатил, а кто продает шляпы нелегально, на каждой проданной законно шляпе изнутри ставили специальную бумажную или восковую печать. Подделка этой печати приравнивалась к государственному преступлению и каралась смертной казнью. То есть за поддельный штамп на головном уборе человека могли буквально казнить. Люди в ответ начали хитрить всеми доступными способами. Перестали официально называть некоторые головные уборы шляпами, придумывая им другие названия, чтобы формально обойти закон, который был написан довольно узко. Налог просуществовал около полувека, прежде чем от него отказались, поняв, что администрирование этой системы обходится государству почти так же дорого, как и сами собираемые деньги. И последний факт в этой части возвращает нас в Средневековье, и он про налог, который платили, чтобы не воевать. В средневековой Англии, в системе, известной как феодализм, рыцари получали землю от короля именно в обмен на обязательства военной службы. Это была основа всей системы землевладения. Рыцари были обязаны служить в армии короля определенное количество дней в году, обычно около 40, за свой собственный счет, включая содержание лошади, оружия и оруженосцев. Но если рыцарь не хотел или физически не мог участвовать в конкретном военном походе, например, был слишком стар или болен, он мог заплатить особый налог, который назывался «щитовые деньги», по сути, откуп от личного участия в военной службе. Звучит как вполне логичный компромисс для обеих сторон, правда? Но короли довольно быстро поняли, что это отличный способ зарабатывать деньги даже в мирное время или для походов, которые никогда не планировались всерьез. Они начали официально объявлять военные кампании, заранее зная, что многие рыцари предпочтут заплатить откуп, лишь бы не идти воевать и не рисковать жизнью. Получается, некоторые военные кампании в истории средневековой Англии в определенной степени затевались не столько ради реальных завоеваний, сколько ради самого налога на отказ от участия в них. Своего рода узаконенный способ обложить знать дополнительным сбором под видом военной необходимости. Продолжаем. И 8-й факт снова возвращает нас в Россию, но уже позже в правлении Петра I. Только на этот раз речь не про бороды, а про то, как государство распоряжалось природными ресурсами страны в своих интересах. При Петре I в разгар масштабного строительства российского военного и торгового флота ввели налог на дубовые гробы. Дуб в те времена был стратегическим материалом. Именно из него строили корпуса кораблей, а хорошего корабельного леса катастрофически не хватало, потому что вырубка шла быстрее, чем успевали расти новые деревья. Царь, лично одержимый идеей сильного российского флота после своего путешествия по Европе, хотел, чтобы весь качественный дуб уходил именно на верфи, а не расходовался на бытовые нужды вроде похорон. Поэтому он обложил повышенным налогом производство гробов именно из дуба, фактически принуждая простых людей переходить на более дешевые и доступные материалы, вроде сосны, оставляя дуб государству. То есть даже смерть в буквальном смысле облагалась налогом, если семья покойного хотела похоронить его в качественном дорогом гробу. Это один из тех показательных случаев, когда налоговая политика была направлена не столько на пополнение казны деньгами, сколько на прямое управление стратегическими ресурсами целой страны. Просто выбрали для этого максимально неожиданный и даже несколько мрачный повод. 9-й факт. Снова Англия и снова изобретательность на грани абсурда, только теперь дело касается азартных игр. В XVIII веке на фоне растущей популярности карточных игр среди всех слоев общества, от таверн до аристократических салонов, ввели налог на игральные карты. Причем не просто на факт продажи колоды в целом. Каждая колода должна была иметь специальный штамп именно на тузе пик, подтверждающий, что производитель уплатил государству налог. Туз пик выбрали не случайно. В большинстве карточных игр это была одна из самых заметных и часто используемых карт, поэтому проверить подлинность штампа было проще всего именно на ней.
И вот что интересно. Подделка этого штампа, точно так же, как и подделка печати на шляпах, о которой мы говорили ранее, каралась настолько строго, что за нее можно было получить смертную казнь. То есть в Англии того времени существовала целая параллельная система суровых наказаний, вплоть до высшей меры за подделку налоговых печатей на самых обычных повседневных бытовых вещах – шляпах и игральных картах. И до сих пор, если приглядеться на некоторые классические колоды карт, выпускаемые крупными производителями, туз-пик оформлен более вычурно, крупно и сложно, чем остальные карты в колоде. Это прямой визуальный отголосок того самого налогового штампа. Дизайнерская традиция, которая пережила сам налог на добрых 1,5 века и осталась в графике карт даже после того, как налог давно отменили. И вот мы подошли к 10-му, самому странному факту, который я обещал в самом начале. В Венеции в период расцвета торговой республики, когда город был одним из богатейших торговых центров всего Средиземноморья, ввели налог на тень. Владельцы магазинов и лавок на узких венецианских улицах часто устанавливали навесы, маркизы и тенты над входом, чтобы защитить свой товар – ткани, специи, продукты – от прямого солнца, которое в Венеции летом бывает довольно жестким. И городские власти, вечно нуждавшиеся в деньгах для содержания флота и городской инфраструктуры, решили: если тень от вашего навеса физически падает на общественную улицу, значит вы фактически используете городское общественное пространство в своих коммерческих целях и должны за это платить отдельно, сверх обычных торговых пошлин. Специальные городские чиновники в буквальном смысле ходили по улицам с измерительными инструментами и замеряли, на сколько сантиметров или футов тень от навеса выходит за пределы частной территории торговца на общественную мостовую, и на основе этих замеров рассчитывали итоговую сумму налога для каждой лавки индивидуально. Представьте себе человека, чья официальная государственная должность заключалась в том, чтобы целыми днями ходить по городу с линейкой и измерять чужие тени, споря с торговцами о лишних нескольких сантиметрах. Это, пожалуй, один из самых причудливых зафиксированных примеров того, как государство умудрялось монетизировать буквально все, включая явление, которое физически невозможно потрогать, взвесить или удержать в руках. И вот что объединяет все 10 этих налогов, если посмотреть на них не по отдельности, а вместе, как на единую картину. За каждым абсурдным на первый взгляд законом стояла вполне рациональная, понятная причина. Острая нехватка денег в казне после войны, желание управлять поведением и внешним видом подданных, попытка сохранить стратегические природные ресурсы или просто стремление перенаправить целую отрасль экономики в нужную правителю сторону. Но именно из-за этой холодной рациональности рождались самые причудливые на грани абсурда решения. Потому что если власти отчаянно нужны деньги, она рано или поздно найдет способ взять их буквально из воздуха, из тени на мостовой или из вашей собственной бороды. И самое интересное, многие из этих историй до сих пор незримо живут вокруг нас. В языке, которым мы пользуемся каждый день, в дизайне обычной колоды игральных карт, в архитектуре старых английских домов с навсегда заложенными кирпичом окнами. История никуда не исчезает бесследно, она просто прячется в мелочах, которые мы видим каждый день, даже не подозревая об их истинном происхождении. Если вам понравилось разбираться в таких неожиданных связях между прошлым и настоящим, подписывайтесь на канал, здесь будет еще много подобных историй, и обязательно напишите в комментариях, какой из этих 10 налогов удивил вас больше всего.